Это был яркий и прекрасный день, идеальный для свадьбы, и все были готовы провести лучший день в своей жизни. Однако все резко изменилось, когда священник посмотрел на невесту и остановил церемонию. Причина шокировала всех. Друзья и родственники жениха собирались в церковь в большом количестве. Перед церковью стояла длинная очередь машин, которые ждали своей очереди, чтобы припарковаться, а охрана старалась освободить дорогу и аккуратно направить автомобили на парковку. Внутри церкви священник Фабиан находился в своем кабинете и готовился к обряду, который вот-вот должен был состояться. Невеста и жених, Лили и Дерек, прибыли с разницей в несколько минут, как и любил Фабиан. Ему не нравилось, когда невеста и жених опаздывали на свою собственную свадьбу. Вскоре церемония началась, и настало время для невесты идти по проходу. Дерек стоял у алтаря с глуповатой улыбкой на лице, пытаясь выпрямить свой костюм, стараясь выглядеть идеально в свой важный день. Между тем Лили стояла у входа в церковь с букетом в руках, одетая в самое красивое свадебное платье, которое кто-либо когда-либо видел. На ее лице был фатин, и она стояла одна у дверей. Фабиан знал, что она собирается пройти к алтарю самостоятельно. Последний раз, когда он разговаривал с Лили, она сказала ему, что ее отец умер, и что он был единственным, кто имел для нее такое значение, чтобы вести ее к алтарю. Она решила пройти сама, и Фабиан был с этим согласен. К тому же это было не впервые для Фабиана. Вскоре заиграла музыка, и невеста медленно пошла по проходу с цветами в руках. Чем ближе она подходила, тем больше нервничал Дерек. Фабиан стоял спокойно, а прихожане пели вместе с хором и не останавливались до тех пор, пока Лили наконец не дошла до алтаря. Она величественно поднялась по золотым ступеням и остановилась рядом с Дереком, который улыбался ей и казался по уши влюбленным. Наконец Фабиан распустил руки и попросил Дерека поднять фату невесты, чтобы начался обмен клятвами. Молодой человек улыбнулся и дрожащими руками поднял фату, открывая ее прекрасное лицо перед собравшимися. Почти сразу Фабиан вскрикнул от боли, глядя на Лили, как будто видел ее впервые. Он схватился за голову, которая сильно заболела, и отшатнулся назад, едва не ударившись о кафедру. В этот момент через зал пронесся глухой вздох, и все удивились, что случилось со священником. Алтарные помощники поспешили к Фабиану, пытаясь ему помочь, но он отмахнулся от их помощи и сказал, что все в порядке. Он попытался встать сам, но его ноги дрожали под его весом, и он снова упал. Помощники испугались, что он потеряет сознание, и позвали кого-то принести воду. И Фабиан, наконец, позволил им помочь ему сесть на стул, в то время как Дерек и Лили стояли у алтаря в полном замешательстве. Когда принесли воду, она немного успокоила Фабиана. Собравшись с силами, он медленно поднялся на ноги и подошел к паре, которая все еще терпеливо ждала продолжения церемонии. Он остановился рядом с ними и с сердитым видом посмотрел на всех собравшихся. Тогда он объявил, что свадьба должна быть приостановлена немедленно. Еще один шокирующий вздох разнесся по залу. Дерек застыл с открытым ртом, глядя на священника, как будто у того вдруг выросли рога. Он не мог понять причину такого крайнего решения. Он спросил у Фабиана, почему тот это делает и разрушает их важный день. Священник ответил, что только что имел видение и должен немедленно его исследовать. В этот момент все встали с мест и уставились на пару, стоявшую у алтаря. Они были готовы к тому, что будет дальше, потому что все знали о дарах Фабиана, позволяющих ему видеть то, что не видно обычным людям. Фабиан был известным священником, который путешествовал по всему миру, сражаясь с демонами и изгоняя души, одержимые злыми духами. Много раз он мог просто увидеть их, как только взглянет на них. Все они имели отличительные знаки, выделяющие их среди обычных людей. Однако были те, кто был достаточно силен, чтобы замаскировать себя и даже спрятаться от его видений. Фабиан встречал видения самого разного рода
за свою жизнь священника и знал, что мир – это опасное место, и нужно быть очень бдительным. Несколько лет назад его перевели в эту церковь, и так как это был небольшой городок, он решил вести скромную жизнь. Он прекратил частые поездки, потому что старел, и решил оставить их молодому поколению. Между тем, он взял на себя ответственность за духовное благополучие своей паствы и местного сообщества. С момента своего приезда в город он боролся с любыми злыми духами, которые задерживали развитие города и делали его детей больными. Благодаря всему, что он сделал, он завоевал множество душ, и все держались за его слова, как за самое Евангелие, потому что знали, что все, что он говорит, правда. Именно поэтому, когда он сказал, что увидел видение, все в собрании они встали на ноги, готовые к действию. Они знали, что либо у невесты, либо у жениха есть духовная проблема, которую необходимо решить. Фабиан взял микрофон и заговорил в него. Он сказал, что с самого первого дня, когда Дерек привел Лили на предсвадебное консультирование, он всегда подозревал что-то неладное. Она казалась ему очень знакомой, но он не мог понять, где видел ее раньше. Он даже обратился за помощью к полиции, чтобы выяснить, пересекались ли их пути, но ничего не нашел. В конце концов он отпустил эту мысль, решив, что она просто напоминает ему кого-то другого. Дерек был возмущен этим. Он сказал Фабиану, что тот никак не мог знать Лили раньше. Даже если священник не помнил ее, Лили бы точно его вспомнила, но она также не имела представления, кто он такой. Дерек был уверен, что священник ошибается, и был огорчен тем, что из-за этого его свадьба оказалась под угрозой. Он умолял продолжить церемонию, чтобы они смогли обменяться клятвами. Фабиан покачал головой, сказав, что еще не удовлетворен. Он повернулся к Лили и сказал, что должен подтвердить кое-что у нее. Только тогда он сможет продолжить свадьбу. Он добавил, что ему нужно проверить что-то на ее спине. Однако свадебное платье Лили закрывало ее полностью, от шеи до щиколоток. Даже если бы она повернулась по его просьбе, он бы ничего не увидел. Лили покачала головой и попыталась уйти, но Фабиан попросил свою паству не позволить ей это сделать. Он сказал, что должен удостовериться, прежде чем она уйдет. Он сказал, что-то, что он ищет, находится за ее плечом. Ему не нужно было, чтобы она раздевалась. Лили категорически отказалась, что вызвало разногласия среди прихожан. Некоторые не понимали, что именно искал Фабиан. Другие, однако, утверждали, что Фабиан никогда не лгал. Если он сказал, что с Лили что-то не так, значит, так и есть. Затем священник позвал 5 женщин, которые входили в церковный совет. Он знал, что может им доверять. Он попросил их отвести Лили в его кабинет и проверить ее спину на наличие каких-либо отметин. Лили отказалась двигаться с места и даже пригрозила отменить свадьбу, если они будут настаивать на своем. Но женщины не обратили внимания на ее слова и все же повели ее в кабинет. Через некоторое время все услышали, как Лили ругала женщин, которые хотели проверить ее спину. Но вскоре все стихло. Было такое ощущение, что они как-то заставили Лили замолчать. Через несколько секунд дверь открылась, и женщины вышли, оставив Лили в кабинете. Фабиан посмотрел на них с ожиданием и спросил, нашли ли они что-нибудь. Женщины кивнули и сказали, что обнаружили символ крюка, выжженный на ее коже. Это было все, что нужно было Фабиану. Он сразу же направился в кабинет, закрыв за собой дверь. Почти сразу снова начали раздаваться голоса. Фабиан громко молился и взывал к небесам, а Лили кричала, произнося неразборчивые слова, которые никто не мог понять. Собравшиеся слушали с ужасом, их сердца колотились от страха. Они были уверены, что Фабиан изгоняет из Лили злого духа. И с каждым криком Лили сердце Дерека опускалось все ниже и ниже. Вскоре Лили почти перестала говорить, и звуки, которые она издавала, стали больше походить на звериные. В какой-то момент она начала рычать, как лев, сотрясая окна церкви, а в другой раз лаять, как собака. В этот момент они также услышали звуки разрушения,
Стулья разбивались о стены, столы переворачивались. Казалось, что Лили пыталась убежать. В конце концов, они услышали последний звук, похожий на мяуканье раненой кошки. Темп молитв Фабиана стал уменьшаться, его голос становился тише, пока он не перешел на едва слышное слово. Когда все стихло, все взгляды устремились на дверь кабинета. Никто не знал, что думать о произошедшем. Те звуки, которые они слышали, напугали их, и они были уверены, что что-то случилось с их священником. Возможно, он столкнулся с чем-то, что было сильнее его. Это была первая духовная битва, которая так потрясла всю церковь. Когда тишина продолжала длиться, и дверь оставалась закрытой, все начали переглядываться, задаваясь вопросом, стоит ли им пойти проверить, что случилось с Фабианом и Лили. Дерек был вне себя от волнения. Он едва мог стоять на месте, но заставил себя это сделать. Благодаря тому, что он услышал ранее, он знал, что его невеста скрывала от него что-то важное. Но он едва мог стоять на месте. И как только он собрался подойти к двери, ручка повернулась, и дверь наконец открылась, показав Фабиана. Он выглядел так, как будто постарел на 10 лет. Он с трудом дошел до своего кресла и рухнул в него. Его тело было покрыто потом, капли которого стекали на пол. Однако, когда прихожане увидели его, они начали аплодировать. Тот факт, что он вышел на своих ногах, означал, что он победил. Когда аплодисменты стихли, и в церкви снова стало тихо, Фабиан взял микрофон и начал говорить. Он рассказал, что 5 лет назад в другом городе он уже сталкивался с Лили. Тогда она тоже была невестой, собирающейся выйти замуж за молодого человека в той церкви. Даже тогда, когда он ничего о ней не знал, его дух не был спокоен, когда он видел ее. Он всегда чувствовал подозрение, но не мог понять, в чем дело. У него было видение о ней, но оно не показывало ее как злую. Видение просто показало, что у нее на спине была отметина, похожая на шестерку или крюк. Его беспокоило это, но у него не было достаточно доказательств, чтобы продолжить свои подозрения. В конце концов, так как он не мог помешать ей выйти замуж, просто основываясь на своем внутреннем чувстве, он провел церемонию их брака и сильно об этом пожалел. В ту же ночь, в ночь консумации брака, Лиля убила своего мужа, зарезав его, и бесследно исчезла. Все попытки найти ее оказались безуспешными. Фабиан винил себя за это. Именно поэтому он попросил перевестись из своей церкви в ту, где служил сейчас, потому что груз его ошибки не давал ему покоя. Он чуть не повторил ту же ошибку, когда Дерек привел Лили к нему как свою невесту. На протяжении всего их предсвадебного консультирования Фабиан испытывал странное чувство по отношению к Лиле, как будто она что-то скрывала, но он не мог понять, что. Тот факт, что она казалась ему знакомой, только усложнял ситуацию, хотя сколько бы он ни пытался, он не мог вспомнить, откуда ее знал. Однако, увидев ее в свадебном платье, он все понял. Когда Дерек поднял ее фату, это напомнило ему о мужчине, который сделал то же самое 5 лет назад. В тот момент словно его глаза открылись, и он увидел Лили такой, какая она была на самом деле. Он сразу же получил видение, в котором увидел, как Лили убивает Дерека той же ночью. Это побудило его немедленно остановить свадьбу и изгнать силы зла. Когда Фабиан закончил говорить, его слова были встречены тишиной, пока собравшиеся обдумывали его историю. Они были поражены тем, насколько могущественной была Лили, и как она была близка к тому, чтобы лишить жизни молодого и полным сил Дерека. И вот дверь открылась, и Лили вышла наружу. Она выглядела слабой, и подлился с нее еще сильнее, чем с Фабиана. За несколько минут, пока она и Фабиан боролись, она заметно похудела. Ее черты лица стали изможденными. Она прислонилась к стене, когда подошла к Дереку, который отступил от нее в шоке. Лили призналась, что была членом братства, и ее настоящее имя не Лили, а Лилит.
Целью братства было накопление власти и богатства, и делали они это, заманивая мужчин, соблазняя их и выходя за них замуж, чтобы затем убить в первую брачную ночь. Кровь давала огромную силу тому, кто убивал, особенно в брачную ночь. Лилит призналась, что к этому моменту она убила не менее 665 мужчин и была на пути к завершению своей миссии, которая должна была завершиться убийством 666. Убийство Дерека сделало бы ее невероятно могущественной и королевой братства. Она также сказала, что причиной, по которой Фабиан не узнал ее сразу, был духовный облик, который она наложила на свое лицо, чтобы даже если он и находил ее знакомой, он не знал, что она задумала. Однако она недооценила его силу, и в конце концов он увидел ее истинную сущность, что привело к интенсивной битве, в которой она лишилась своей силы. К тому моменту, как Лилит закончила говорить, ее ноги подогнулись под ней, она начала стремительно худеть, дважды кашлянула кровью, ее глаза закатились, и она упала на пол мертвой. Все вокруг громко ахнули, наблюдая ужасную сцену, развернувшуюся перед ними. Никто не мог поверить, что такое произошло в тот день, когда должна была состояться свадьба. Дерек выглядел потерянным, как будто он не понимал, что происходит. В его глазах блестели слезы от осознания, что женщина, которую он любил, была ведьмой, планировавшей убить его сразу после свадьбы. Фабиан сказал, что тело Лилит не должно находиться снаружи слишком долго, и его нужно похоронить как можно скорее из-за злых сил, что в нем обитали. Он сделал последнюю попытку спасти ее душу и произнес молитву над ее телом, прежде чем его унесли для захоронения. То, что начиналось как свадьба, превратилось в похороны. Однако все радовались за Дерека. Его семья и друзья были благодарны священнику, который увидел то, чего не увидел никто другой, и в итоге спас ему жизнь. Дерек знал, что он обязан Фабиану своей жизнью. Ему был дан второй шанс, и он пообещал стать более активным в церкви и помогать в борьбе с силами зла. С того самого дня, который должен был стать его свадьбой, Дерек стал совершенно другим человеком. Какая мощная история! Кто бы мог подумать, что Фабиан спасет жизнь Дерека таким образом? Что бы вы сделали на месте Дерека? Напишите в комментариях. Увидимся в следующем видео.